Выпуск обучающих видео по базовым элементам в контактном стафе. Сегодня мы выучим аж 4 новых элемента. Но для начала традиционные упражнения. Сожмите ладонь в кулак. Установите став между второй и третьей костяшками, а затем приподнимите его над головой. Слегка подтолкните став за фитиль и начните с ним вращаться. Научитесь контролировать его, опуская и поднимая руку, а также не забывайте следить за плоскостью, в которой находится став. Это упражнение полезно тем, что учит вас контролировать баланс стафа на кулаке, что в дальнейшем позволит делать на нем акцентированную точку или переход для элементов, которые мы будем разбирать в будущем. А это упражнение – доработанная версия двух упражнений из прошлого видеоурока. Здесь хендролл выполняется на одной руке, а следом за ним идет точка плеча. Давайте разберемся, как его выполнить. В момент броска закрутите став на себя, бросьте строго горизонтально и поймайте точно за центр. Когда став достигнет плеча, приподняв руку, повернитесь и начните вращаться. Затем саму руку можно будет опустить и просто следовать правилам по упражнению точка плеча. Возврат в ладонь производится либо прямым, либо обратным стивом. Их мы разберем в ближайших туториалах. А пока можете просто снимать с плеча рукой, либо придумать свои вариации. Ограничений тут нет. Закончили с упражнениями, переходим к элементам. И первый в сегодняшнем списке – горизонтальные стелы. В прошлом видео мы с вами подробно изучили вертикальные стелы, их принципы выполнения и хитрости, помогающие при исполнении. Сегодня же мы разберем три их горизонтальные вариации – фронтальный внутренний, фронтальный внешний и, конечно, самый популярный среди стаферов – БТБ внешний. Начнем по порядку. Помните балансир? Фронтальный внутренний стел схож с ним, только рука находится на центре. Сама остановка совершается зажимом между ладонью и предплечьем. В локоть упираться не стоит, лишите себя многих вариаций наподобие 3D-стелов. Также следите за частотой плоскости, в этих элементах она особенно важна. При выполнении БТБ внешнего стела нужно круговым движением завести руку за себя, на манер фиштейла, а затем тем же зажимом остановить его в горизонтали, следом перенаправив его вперед. Это, пожалуй, самый часто встречающийся стел, так как обычно именно его и выбирают для смены направления вращения. Отлично! Разберемся с последним и наиболее редким. Фронтальный внешний стел выполняется за счет полного раскрытия руки на 180 градусов. Хитрость в том, чтобы в таком положении разворачивать запястье на себя, чтобы став мог остановиться и не скатился с руки. Вначале это очень неудобно, но тело быстро привыкает. Этот стел особенно полезен для партнер-стафа и антитерновых вариаций, поэтому уделить ему пристальное внимание – задача каждого, кто любит элементы посложнее. Первая частая ошибка – сразу пытаться сделать его быстро и резко. Запястье после такого болеть будет долго. Вторая – доворачивать не кисть, а тело. Толку ноль, запястью боль. Третья – держать слишком широкую амплитуду рукой. Он улетел, но обещал вернуться. Освоив эти стелы, вы сможете легко перейти из любого вертикального в горизонтальный элемент и наоборот, так что обязательно уделите им внимание на ближайшей тренировке. Второй элемент в сегодняшнем списке – neck wrap. Выпуском раньше мы с вами изучали beat neck. Сегодня же мы выучим его усложненную вариацию – neck wrap. Для запуска возьмем став ближе центра. Выполнив полуоборот, став придет на плечо короткой стороной. Никак не центром, он должен быть перед плечом. Затем наклоняемся назад и круговым движением переведем став с одного плеча на другое.
Центр также перед вами. Потом снова выполним битнек, чтобы центр опять оказался впереди. Постоянно перемещая центр стаффа и совершая круговые движения корпусом, вы можете выполнять этот элемент бесчисленное количество раз. А инерция вращения стаффа поддерживается вами за счет кругового движения корпуса, которым вы придаете импульс вращению вашего реквизита. Ошибочно считать, что элемент выйдет от наклонов вперед и назад. Также не следует наклоняться назад слишком сильно. И, конечно, круговое вращение надо совершать тогда, когда стафф уже находится на плече. Neck-Wrap полезен в любой связке, поскольку он прекрасно гибридизируется почти со всеми семействами в контактном стаффе. Третьим элементом мы сегодня выучим вертикальный сниз. На прошлой неделе мы изучили его горизонтальную версию. Пришло время разобрать выполнение элемента в вертикали. Запуск происходит дальней стороной стаффа в подмышку, с поворотом корпуса в сторону стаффа. Когда стафф достигнет плеча, полукругом верните корпус в прямое положение. Выполнив нек, стафф выйдет на второе плечо. В этот момент повернитесь от стаффа, чтобы он упал в подмышку, где вы его и поймаете. Стафф запускается не в строгой вертикали, а под небольшим углом, примерно 70-80 градусов. Залог удачного исполнения элемента – четкий, но плавный поворот корпуса. Эта вариация прекрасно сочетается с различными элементами семейства Гало, поскольку является его реверсом при повороте на 180 градусов. Уже на тренировочном реквизите приучайте себя ловить стафф только за обмотку, иначе на боевом реквизите во время выступлений возьметесь за раскаленную трубу. Если же обмотки не хватает, просто увеличьте зону ее покрытия на стаффе. Ожоги на руках обойдутся вам дороже. Однако, элемент не выйдет, если вы не будете работать корпусом. При этом не следует поворачивать его резко или слишком сильно. Отработайте элемент до автоматизма, и ваши связки станут значительно интереснее, а зрители будут в полном восторге от ваших возможностей. И в завершении конвейер. Семейство конвейеров, на мой взгляд, одно из самых удобных для музыкальных акцентов в любом треке. И сегодня мы разберем самую популярную версию этого семейства – классический конвейер. Согнем руку в локте, слегка приподняв его вверх. С внешней стороны круговым движением заложим на руку стафф, центром на запястье. Затем опустим локоть и выпрямим руку, чтобы стафф оказался на кисти. Ротацией перекладываем реквизит с одного запястья на другое, затем поднимаем его вверх и сгибаем в локте. По инерции стафф начнет падать, там мы его ловим свободным запястьем, чтобы затем снова переложить стафф с кисти на кисть. Учить элемент удобнее поэтапно, шаг за шагом, иначе в голове и руках возникнет путаница. А чтобы проще было запомнить последовательность, крутите в голове локоть, запястье, запястье, локоть, запястье, запястье. Эта нехитрая фраза приучит голову, а затем руки к правильному темпу и скоординирует ваши действия при выполнении элемента.
Эта вариация идеально подходит для композиций, строящихся на триолях, то есть в музыке используется не 4, а 3-тактовая система счета. В основном она используется в вальсе, но также встречается в различных направлениях альтернативной и популярной музыки. При изучении не торопитесь. Смазанные движения только больше запутают вас. Также во время цикла не забрасывайте став слишком сильно. Он может улететь в соседа. Не следует и постоянно подбрасывать став при выполнении элемента. Контроль при этом очень сильно теряется. Несколько часов работы над элементом, и вы продвинетесь еще выше в искусстве манипуляции контактным шестом. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на канал и не забываем про участие в конкурсе. Пока!